Привет, друзья! Задача из Олимпиады Google для 8 класса. Дан квадратик, равносторонний треугольник, площадь желтого треугольника 2. Найти площадь квадрата. Я дам буквы А, Б, С, Д. Квадрат. А, М, К равносторонний треугольник. Здесь N. И получается, что площадь желтого треугольника, запишу отдельно, С, АДН, АДН равно 2. Найти площадь квадрата. Задача состоит из двух красивейших задач, которые мы рассматривали на нашем канале. Это поразительно. Повезло. Поэтому знатоки решат ее очень-очень быстро, скажу честно. Ну вот не знатоки, конечно, повозятся. Но поскольку на Олимпиаде все нужно записывать, и это 8 класс, и нет тригонометрии, ого, у нас будет непростой такой путь. Но я все запишу, хотя очень-очень быстро. Будьте внимательны, ничего не пропустите. Чуть что пересмотрите второй раз, а мы начитаем. Итак, желтенький. Желтенький. Сколько площадь желтого? Ну, площадь желтого понятно, 2. S1 равно 2, да? Что найти? Площадь квадрата. Все. Больше практически ничего не дано, кроме того, что есть квадрат и равносторонний треугольник. Переключаюсь на 5-ю передачу, беру черненький и говорю, сколько это градусов? Ну, 90 минус 60, правильно, а МК равносторонний, значит 30. Здесь прямой угол. Значит, здесь сколько? 60. А здесь сколько? Так это равносторонний. 60. Там 60, но мне не надо. Надо как-то пробиваться к АД. К АД, а лучше к АД в квадрате, правильно? Как пробиваться? Ну, вот здесь и выплывает наша знакомая задачка. Чтобы что-то здесь найти, предпринять, нужно что-то находить. А N, либо угол А в желтом треугольнике. И мы будем искать угол А в желтом треугольнике. Для этого проведем высоту. Мы проводим высоту в этом красненьком треугольнике. Ну, высота у нас будет называться AH. AH высота. Тогда треугольники, вот этот и вот этот будут равны. Прямоугольные треугольники, общая гипотенуза по гипотенузе и острому углу. Все. Ну, чуть что вот этот уголок будет 30 градусов, это понятно. А теперь я рассматриваю еще парочку прямоугольных. Вот эти узенькие треугольнички я их синим жирным выделю. Вот этот треугольничек прямоугольный и этот. Что у них? У них, оказывается, общая гипотенуза. А из равенства первых двух следует, что вот этот катет равен вот этому катету. Но это же сторона квадрата, и АД сторона, значит, могу поставить две черточки. Теперь треугольники равны по гипотенузе и катету, все. Тогда равны вот эти углы. А сколько каждый будет? Там 30, 30, 90 минус 60, 30. На сумму этих маленьких приходится 30, каждый из них 15. Все. Итак, мы получили, я повторюсь еще раз, вот, что треугольник 1 оказался равен треугольнику 2, две жирные черные точки, и треугольник 3 оказался равным треугольнику 4. В этом все решение. Мы пробились к 15 градусам. Теперь у нас есть 15 градусов и площадь 2. И я перехожу ко второму рисунку и рассматриваю. Здесь S будет равно 1, 2. Это было дано. А вот это 15 градусов мы доказали. Ну, чем хороший треугольник, знатоки знают. У него гипотенуза в 4 раза меньше высоты, проведенной к этой гипотенузе. То есть, если к этой гипотенузе провести высоту из вершинки прямого угла D, и вся гипотенуза С, то эта высота DF будет С на 4. Доказываем это. На Олимпиаде это придется доказать. Посмотрите, как мы доказываем очень быстро. Из D проводим медиану. Ну ладно, провели. А медиана в прямоугольном, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Здесь С пополам, здесь С пополам медиана. Это отрезок равен этому. А красный равен половине гипотенузы, тоже С пополам. Все, треугольник АМД равнобедренный. С пополам стороны. Значит, это сколько? 15 градусов. 15, 15.
30, М 150 – это 30. Рассматриваем этот. В этом прямоугольном треугольнике катет будет равен половине гипотенузы. Гипотенуза С пополам, катет С на 4. Окей? Окей. И теперь, внимание, я рассматриваю площадь желтого треугольника. Только не как половина произведения катетов, а как половина произведения гипотенузы С на ее высоту h. Ну, со значком С пишут. То есть 1/2 получается С умножить на h, которая С на 4. Я получаю С в квадрате, деленное на 8, по условию это равно 2. Вот. Тогда С в квадрате 16, С равно 4. Ура! Кое-что мы нашли. Это 4, а высота теперь в 4 раза меньше, единица. У нас высота единица, гипотенуза 4, и нужно найти АД. А лучше АД в квадрате, я все удаляю. И у нас финальный аккорд получается. Я эту высотку проведу. Вот так. Это высота. О, ну и здесь прямой. ДФ пусть будет. И скажу, я обозначу вот этот отрезочек X. У нас вся гипотенуза 4. Это отрезок 4 минус X. А высота единичка. И воспользуюсь тем, что в прямоугольном треугольнике высота DF есть средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу АФ и ФН. Нормально? Нормально. Тогда 1 в квадрате равно 4 минус х умножить на х. Откуда? Х в квадрате минус 4х плюс единица равно нулю по формуле корней приведенного квадратного 2 плюс минус корень из 3. 2 плюс корень из 3 не подходит. В данном случае сами определите, и подходит вот это. Так, х2 минус корень из 3. Тогда, ну, здесь есть разные пути. Найти АФ, то я пойду так, НД найдем. НД. Итак, НД из прямоугольного треугольничка. Х есть, единичка есть. Значит, НД в квадрате будет равно 2 минус корень из 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. Это 7 минус 4 корней из 3 плюс 1. Это 8 минус 4 корней из 3. Все, мы нашли квадрат вот этого, квадрат. А нам нужно АД в квадрате. Ну все, финальный аккорд. И из всего треугольника нашего АДН мы получаем, что АД в квадрате будет равно АН в квадрате минус НД в квадрате. И это будет равно. Ухожу на субтитры. У некоторых тут субтитры не знают, как выключить. АН в квадрате. АН в квадрате. Это 4, правильно? 4. АН 4. 4 в квадрате. Минус НД. НД в квадрате мы только что нашли. Минус 8, минус 4 корней из 3. Это уже в квадрате. Получается 16 минус 8, 8. Плюс 4 корней из 3. А это же и есть площадь нашего квадрата. АД в квадрате – площадь квадрата. Ответ. Ответ 8 плюс 4 корней из 3. Мой ИИ думал 40 секунд. Не знаю, как ваш. Итак, мы нашли площадь нашего квадрата. Присылайте свои замечательные решения. Любые. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.